После небольшого перерыва продолжим обсуждение с человеком, который предсказал события на Украине и вокруг нее задолго до их начала. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, празднующий свое 25-летие, появится в этой студии сразу после рекламы. Не пропустите. Свое 25-летие отмечает старейшая в истории современной России партия ЛДПР. И сегодня в нашей программе бессменный руководитель, вернее вождь Владимир Вольфович Жириновский, самый яркий, самый непредсказуемый политик, в прогнозы которого нужно внимательно вслушиваться, так как они чаще всего сбываются. Владимир Вольфович, 25 лет назад, плюс один день, съезд, создается партия. Вы могли представить, что 25 лет спустя вы займете ту позицию в государстве, которую сейчас занимаете? Нет, абсолютно. Было тревожное настроение, как бы уже приближалось конец перестройки. Как раз умер Сахаров, на следующий день его хоронили, 14 декабря. Съезд был в среду накануне. Мы думали лишь об одном, что будут все-таки разрешены другие партии, и на каких-то выборах где-то появятся депутаты, рядовые депутаты этих партий. Вот в таком ключе мы думали, что еще долго будет КПСС, советская власть, и вот, может быть, немножко будет легальный голос от других политических структур. Вот. Так что в этом плане, потом, это уже еще был этап нелегальщины. Мы боялись. Я на этой же квартире, Красная Пресня, улица Рождельская, сейчас переименовали, был на нелегальном съезде Демсоюза, Новодворская, уже покойная. Так когда я шел к ним, просто я знал, что будет, кругом собаки. ОМОН и с собаками. Вот так же ночь, сейчас же темнеет быстро, а это вечером. То есть, и в этой же квартире через год мы проводим учительное собрание. То есть какой-то страх был, потому что вообще не разрешалось ничего еще. Вот через месяц, в марте 90-го, отменяют статью 6. Но многие вообще не понимали, что такое статья 6. То есть легально уже можно было создавать. И вот здесь мы попали в точку с точки зрения времени. Мы 31 марта уже проводим... Не первый и не в последний раз в вашей жизни. То есть вы как-то время чувствуете. Ну, еще раньше были попытки. 77-й год. Разгар Брежнева. На работе у нас, так сказать, человек, Анисимов Анатолий. Помню его, сейчас он где-то в церкви. Священник. Он наблюдал, что я выступаю на собраниях с критикой. Я действительно выступал, критиковал. Говорит, приходи к нам, мы тут хотим организовать политическую партию. Но приходи в следующее воскресенье. Не в это вот, не сегодня. В понедельник узнаю, их всех арестовали. Случайно все. Я мог прийти к ним в ближайшее воскресенье, и меня бы загребли. То есть какая-то неведомая сила. А вы фаталист? Вы верите уберегала. Вот в какую-то судьбу, что вами ведет, что с вами Конечно, беседует? что-то есть. Это не, я имею в виду вот ощущение. Допустим, я приехал в Москву, я знал, что я поступлю. Я не представлял, что мне снова сесть в поезд, Москва-Алмата, я уеду, не прошедший вуз. Но я же делал что-то такое. Я прихожу, мне говорят, английский тут нужно специальные преподаватели готовят. Я вхожу в вуз, говорю, кто здесь? Идет женщина, говорю, помогите, нужен репетитор. Я понятия не имею. Действительно, ее подруга, случайно, занималась репетиторством. Вот я делал. Я не просто сижу, как барин, там, или как Емеля, а мне несут. То есть я попадал в зону риска, но я обязательно функционировал. Почему? Потому что я самостоятельно был с момента рождения. Самостоятельно. Все сам. Владимир Ильич. И не потому, что я хотел. Но некому, никого не было рядом. Вы мне скажите, вот за эти 25 лет, вот сейчас, какие вы видите главные ошибки, которые вы совершили? Что вы сделали не так? Что бы вы могли изменить? Ну, главная ошибка, может быть, слишком антикоммунистическая пропаганда. Мы под нее попали тоже. И часть избирателей мы могли бы оставить за собой. Потому что очень много людей были разочарованы. Но в то же время им многое и нравилось в Советском Союзе. А пошла мода. Ну, как джинсы. Все хотят джинсы. И там с какого-то 86-го, 88-го, вот все против социализма, против советской власти. Вот все это против. И нам нужно было бы здесь все-таки
мы не коммунисты, но постараться на себя переключить вот этот электорат прокоммунистический. И с демократами быть чуть помягче. Те, кто были за них, нужно было показать, что мы тоже демократы, но мы не хотим разрушения. Вот выбрать абсолютно такую эффективную нишу, это очень тяжело. Получается или антикоммунистическая, или антидемократическая. То есть радикализм, он вредный. Но мы устояли. Например, национальный вопрос. Мы не были общество память, там, или, допустим, русское национальное единство, или как сегодня русский марш. Вот здесь мы выдержали. Мы понимаем, что есть русский вопрос. Мы считаем, что надо определенные меры принимать, но мы не ушли в радикализм. То есть мы сумели не стать радикальной партией, но не сумели на себя весь левый электорат, не весь, но большую часть перетянуть. И от демократов. Демократы почему-то считали, что мы не та демократическая партия, которая должна быть. Но они все практически рассыпались. Ну и левые немножко стали дряблыми. Но вот такие, но это не ошибки. Это просто мы не знали ничего. Ну, мы впервые вообще можно было говорить о других партиях. В людях ошибались? Да. Вот за 25 лет я буквально в этом году сделал окончательные выводы на собственном примере и на примере ЛДПР. Это 3 ошибки. Значит, наивность, доверчивость и доброта. Страшные ошибки. А что делать? Страшные. Да? ошибки. К сожалению, Я бы еще надо добавил вроде бы... красота, гуманистичность и любовь к женщинам. То есть, знаете, вот примерно такая же триада. Да. Я согласен. В любых других отношениях может быть очень много разных чувств, и, скорее всего, должны быть добрые чувства, доверительные, согласен. Но руководство партии, как и государством, все-таки требует большей жесткости, чтобы не было плохого. Не жесткость в смысле тяжелого отношения к людям, а чтобы предотвращать. Вот мошенники, они же добрые, в доверие гражданам, так сказать, влезают, нужно жестко всем объяснять каждый день. Вам стучаться в дверь, что-то вам несут, не открывайте вообще дверь. Вам должны были позвонить, прежде чем прийти. Вы позвоните, чтобы объяснить людям жестко, чтобы их защитить от мошенника, там, от плохих лекарств, там, от паленой водки, от всего остального. В этом смысле сегодня вот нам, мне кажется, не хватает. А кто вот главное разочарование такое личностное? Вот о ком думали, что будет, скорее всего, у него большое политическое будущее, сможет с вашей партией пойти, и оказалось, что нет? Ну, разочарование, конечно, с Горбачева. Когда его избрали, мама у меня как раз в больнице была, я пришел ее проведать, говорит, ну вот все. Она знала, что я недоволен. Все умирают, то Брежнев, то Андропов, то Черненко. Мы же все дома критикуем. Ну все, говорит, молодого избрали, так сказать, и вроде бы он здоровый, все хорошо. Это вот первый месяц-два мы были все в эйфории. Это весна 85 года. Фестиваль прошел у нас, последний фестиваль молодежи и студентов. А вот потом пошли разочарования в нем, потом в Ельцине, потом в демократах. Вообще не было человека, в которого можно было бы поверить, как-то их, они не оказались вот наверху в повестке дня. Допустим, а внутри партии кто-то был? Внутри тоже не удавалось, потому что те, кто рассевались в коммунистах, они не могли быть проводниками новых идей. Молодежь, она была вообще в таком в ступоре. Бабушки и дедушки с коммунистами, родители немножко демократы, а то и то не подходит России. В этом смысле это роль ЛДПР, потому что люди понимали, нельзя, как было при советской власти, но нельзя и так, как начали демократы. И вот мы были третий вариант, а сегодня мы пятый вариант. Да, но смотрите, вы были третий, пятый, за 25 лет. Да. Кто-то рядом с вами остался из тех, кто начинал? Ну, мало. Ну, во-первых, по возрасту, по болезням. Некоторые уже ушли в мир иной. Ну, для компенсации. Вы понимаете, нельзя, чтобы появились. Вот у Ленина была гвардия. Как она образовалась? Они прошли через тюрьмы и через, понял, так сказать... У Жириновского Сокола есть, а гвардии нет. Через эмиграцию. То есть партия сформировалась. Вместе сидели в одной камере
или вместе в Цюрихе пили чай, листая западные газеты. Лучше в Цюрихе. У нас не было этого. Потому что я был обычный гражданин и такой вот средний То класс. есть рядом никого? Квартира, да. Это не потому, что я не хотел, потому что люди не понимали. А может быть, еще. вы И недоверчивый сегодня человек? страх. Нет, страх. Люди боялись. У меня 2 приятеля были. Как только меня лидером партии избрали, они перестали звонить. Они решили, что и меня арестуют скоро, и их. Что звонки все прослушиваются. Но сейчас, Страх. но сейчас-то они локти кусают. Сейчас, конечно. Владимир Сейчас ходят, фотографируются около меня. Давай здесь, давай так, давай это. А 20 лет боялись позвонить. Владимир Вольфович, а выгодно быть руководителем партии? И что приходится за это заплатить? Уходит семья или остается? Насколько вы принадлежите себе? Насколько у вас есть вот это пространство личной жизни, когда куда бы вас ни пошли, вы не пошли, вас всюду узнают, всюду подходят. Остается вот место, где вы можете быть спокойно Владимиром Жириновским. Ну, в личном плане, конечно, это взлет, Олимп. При советской власти, что бы я ни делал, ну, вот такой среднячок, благодарность, там, премия. А вот так, чтобы как-то развернуться, не получалось. Актер может сыграть, например, роль. Высоцкий сыграл Гамлета, да? Он сыграл все-таки, да? Спортсмен, он может прыгнуть все-таки высоко. А в политике, наоборот, чем ты пытаешься что-то сделать, тебя быстрее, так сказать, заткнут. Поэтому здесь трудно. Но, естественно, когда уже обстановка стала мягче, и партии стали легальными, то, конечно, этот взлет... До сих пор все ненавидят меня. Одноклассники, с кем работал, с кем учил. Как это он с нами был? В одной школе, в одной там армии, в одном офисе. Теперь он там, а мы здесь. Это, конечно, но вызывает. Кто-то любит? Любят избиратели. Они любят, потому что они слышат то, что бы они хотели слышать от других, но другие не говорят этого. Вот. И минус. Самый огромный минус – превращаешься в манекена, как зоопарк, в клетке. Подходят и на тебя показывают. Это вот он, вот ребенок, вот смотри, это он, это он. То есть у людей добрые чувства. Они первый раз увидели, например, кто приезжает в Москву, о, Жириновский идет, там еще где-то. А для меня-то это, конечно, тяжело. Ну, простой вариант. В баню могу я пойти? При советской власти я ходил, меня никто не знал. Я сел, посидел, послушал, парная, то есть обычная баня. Сейчас это невозможно. В магазин, на рынок. Я хочу поторговаться, они мне бесплатно отдают. Слушайте, я хочу поторговаться. Это же надо. То есть в Китае, я помню, был. Ну, что вы хотите? То. Ну, купаться, пляж. Проплыл, выплываю, они сидят, КГБ, наблюдают. Магазин. Опять они стоят. Продавцы видят, молчат. Ну, думаю, ладно, я вас сейчас обману. Я говорю, в баню хочу. Ну, думаю, хоть в бане ты ничего уже не сделаешь. Посмотреть, как китайцы-то моются. Тазики там, мочалка, что там они делают. Всю баню освободили, я один. Все. Вот, пожалуйста. То есть невозможно быть, как обычный человек. Я не могу познакомиться с кем-то. А что это он тут? Какие-то, да, тем более какие-то темы поговорить, там, да, свидание, допустим, назначить. Давайте мы сейчас встретимся. То есть ничего невозможно. А есть кто-то в политике, кто вам симпатичен? Потому что если в вашей жизни оказывается политика, есть кем-то, с кем можно сказать, так, слушай, мы сейчас камер нет, можем по чашечке чая с тобой выпить, поговорить по-человечески. Вот кому вы испытываете из ваших коллег сегодня чувство симпатии? Вот относитесь, ну, если хотя бы не как к другу, то как к приятелю. Среди политических партий никого нет. Потому что мы не левая партия, не западно-демократическая и не с партией власти. И не радикалы на улице, где, так сказать, опасно, мы видим на примере Украины. А вот так среди, допустим, известных деятелей. Например, какие-то есть, может быть, немножко чувства взаимной симпатии. Михалков, Глазунов, там, Шилов, Никос Сафронов, кто-то из исполнителей, так сказать, такие более теплые отношения. Когда я их знаю, они меня знают. То есть там, вы симпатизируете больше наших деятелям ученых, культуры, да? гуманитариев, вот Пивоваров Юрий Сергеевич. Скажем, его взгляды мне, его манера говорить мне ближе, чем другие наши директора наших НИИ. То есть есть отдельные. Но, в принципе, у меня, наверное, есть черта характера. Все-таки я не очень иду на сближение, не очень могу стать другом чьим-то. Вы закрытый человек. Это есть, да. Я хочу, но не получается. А вы легкоранимый человек? Ну, просто количество тех оскорблений, которые я услышал, и те ушаты грязи, конечно, это выше любой нормы.
Есть такое понятие превышение допустимой нормы. Вот у меня по всем этим позициям превышение. То есть это убийственное ушаты грязи, все, что можно было вылить за 25 лет. С первого же момента. Вот первый съезд, у нас 9-й пункт – снизить цены на алкоголь. Потому что, дорого стоит все это. Все сразу в комментариях. Вот теперь понятно, кто в эту партию пойдет. Намек на алкоголиков. Слушайте, почему нельзя снизить цены на то, что является дороже? Бутылка водки при советской власти, себестоимость 40 копеек всего. В продаже 4 рубля. То есть в 10 раз дороже. 3,62 и 4,12. Я говорю, Извините, пример. помню хорошо. В любом случае, соотношение в 10 раз. Чего вы грабите собственный народ? Вот в этом плане я имею в виду, давайте цены от себестоимости, торговая наценка, но не в 10 раз. Как сегодня у нас цены и на гречку поднялись, хотя гречки завались. Это что такое? Нефть там мировые цены, даже хлеб, проблемы там есть. Но гречка, полные склады, и вдруг повышаются цены. Это же тоже есть какой-то душок неприятный. Владимир Вольфович, да. Вы сделали много прогнозов за вашу жизнь. Многие из них страшным образом оправдались. Какие из прогнозов вы считаете самыми важными из тех, которые сбылись? Вот то, что самый важный, и он сегодня в повестке дня. И пока мы стоим, там бомбят как раз. Это русский вопрос. Не в смысле, что был русский национализм и какие-то, может быть, моменты господства, а в том плане, что я, проживая в национальных республиках, еще при советской власти увидел ошибки хрущевского периода. Сталин, я был в детском саду. Шла коренизация руководящих кадров. То есть всем русским во всех национальных республиках перспективу закрыли. Ты можешь здесь родиться, жить, работать, но начальником никогда не станешь. Тебя ни в чем не дискриминируют. Иди за колбасой, иди в баню, в спорт. Все, кроме руководящих постов. Вот я почувствовал и понял, что это огромная ошибка. Русские стали уезжать. Уезжать. Это вот... И когда я сделал первым пунктом своей программы, как кандидат в президента, у меня был один лозунг. Я буду защищать русских. Никто не понял. А вы когда-нибудь верили, что... Вы когда-нибудь верили, что реально сможете стать президентом России? Да, я это не убирал начисто. Да что вы, когда там. Я понимал, что можно, потому что я смотрел на тех, кто стал. И видел, что в принципе... Когда вы приехали в Москву, вы четко видели, что обратно не уедете поездом в Алмату. Да. Вот каждый раз, когда вы шли на выбор, у меня было такое ощущение, что вы понимали, что все-таки нет. Смотрите, например, когда я понял, что я не уеду не поступившим студентом, я так стал учиться, что я с отличием окончил. То есть я старался сделать. Не просто у меня предчувствие. Нет, я поступлю. То есть у нас еще будет кандидат в президенты Жириновский. То же самое президенты. Ко мне пришли американцы, 91 год. Специально, прямо домой, в Сокольники. Они его, Ельцина, вели в своем штабе. Президент-отель. Доллары, сотни миллионов привозили. И все консультанты были иностранные. Они пришли ко мне и сказали, слушай, мы поговорили, наблюдали. Говорят, в Америке ты его победил, здесь нет. Здесь не была еще демократия. Здесь вот именно понимали, что из Ельцина делают президента. Вот. Но в 96 году уже был шанс. В январе у меня с Ельциным был одинаковый рейтинг, 5%. Если бы в него не бросили бы снова сотни миллионов долларов, а в меня десятки тысяч с трудом я нашел. То есть речь шла не о том, могу ли я стать или не стать. А если будет настоящая демократия, а не долларовая, шанс есть. Если конкуренту дают сотни миллионов, на него все радио, телевидение, все артисты, вся страна. У меня был парадокс. Я приезжаю в Иваново, митинг провожу, заканчиваю, подходит бабушка и говорит, спасибо, сынок, что ты за Ельцина. А даже не поняла, что я другой кандидат. День и ночь, Ельцин, Ельцин, Ельцин. И она решила, что из Москвы приехал агитатор агитировать за Ельцина. И даже на своем митинге. Я же не могу говорить, я Жириновский, я Жириновский. Дурак приехал, все, фамилию все говорит. Я говорю программу. Но вначале я представился, фамилия, имущество. И в конце. Она не поняла, она думала, что я представляюсь как агитатор Ельцина. Вот до чего доходит. На следующие президентские выборы ждать кандидата Жириновского? Конечно, ждать. И сейчас я уверен, что шансов будет намного больше. В любом случае, второе место уже максимально будет реальным. Не хочу огорчить, но за второе и третье серебро и бронзу не дают. Нет, я говорю о том, что... Есть только одно место в гонке за президента. Да, только побеждать. Но побеждать, если мы до сих пор получали там 9%, 12%, то в 2018 году, я думаю, уже власть пойдет на то, чтобы второй претендент получил свои 30%.
30. Владимир Ильич, сейчас люди реально озабочены. Пугает ситуация с курсом рубля, волнует напряженность на границах. Несмотря на заверение руководства, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, внутреннего ощущения такого, кроме как у членов российского правительства, по-моему, ни у кого другого в стране нет. Вот скажите, пожалуйста, как вы видите выход из кризиса и какой ваш прогноз на ближайшее будущее? Значит, по всем признакам мы постепенно входим в предвоенную эпоху. Почему? Информационная война по всем каналам, экономическая, и призывы, которых никогда не было. С русскими не торговать всем странам мира, визы не давать во все страны мира. Это куда уже дальше? То есть это такой попытка вот сжать страну, что единственный выход – война. Не обязательно всемирная, не обязательно ядерная, но подвести мир к краю пропасти. Вот, ребята, вот там пропасть, сейчас все будем там. Или вы будете делать то, что мы вам предлагаем. А что предлагаем? Спасти доллар и плевать на евро, на юань, на рубль. И чем сейчас вот обострилось? Впервые за 70 лет Россия, наша страна, стала торговать на другую валюту, национальную. С Китаем там юань, с Индией другая, там рубль и так далее. То есть для американцев это самый страшный удар. Они тут же выкатили полный, окончательный список санкций. Вообще заблокировать Россию. Потому что мы покусились на самое главное. Оружия у нас много, в спорте мы там выиграли Олимпиаду, но на доллар покусились. Это основа Америки. Самое страшное, чего они боятся, покушение на то, на чем они стоят. Там ни духовности нету, там никаких каких-то талантов. Главное, это денежная система. Доллар, он руководит всем. И мы по нему ударили. Мы единственные. Поэтому впереди для нас более благоприятная обстановка. Почему? Потому что доллар все не хотят. Америку многие также ненавидят, как и все великие страны. Все кого-то и Францию за Наполеона ненавидят, кто-то Германию за Гитлера, нас в чем-то за Сталина, американцев сейчас за их все базы везде, так сказать, их доллар. Но уметь выстоять вот в самой трудной обстановке только мы можем. Это простой пример. Начинаются гонки. Вот автомобили. Их мерседесы застрянут через 1000 километров. Остановятся. Двигатель перегреется. Водители в обморок упадут. Наш КАМАЗ будет переть по всей планете без остановки. КАМАЗ. Мощный мотор. И, допустим, с погодой сравнить. У нас в Якутске, там в Якутии, минус 60. Если в Европе сделать минус 30, Европы не будет. Вообще не будет. Поэтому мы не потому что, скажем, это веками выработалось вот такое мужество. Этого слова, по-моему, даже нет в других языках. Мужество. То есть армия самая мощная. Помните Суворов? Ну все ничего не могут. Наполеон, Австрия, Италия, ничего. Только русские солдаты. Пришли и победили. Может быть зря, но с точки зрения мужества только мы. Поэтому только нашим солдатам в Швейцарии стоит памятник. Владимир Ильич, это я понял. Я только не понял, как из этой ситуации-то выбираться. То есть вот вы считаете, что надо сделать в ближайшее время, чтобы у россиян день начинался с того, что они смотрят курс нефти и курсы обменников? Два варианта. Значит, один – это сделать реальной угрозу военного столкновения. Но не начинать. Но угроза. То есть сделать как? А? Нет. Вот зачем? Зачем? Идет формирование мощных воинских подразделений, военная техника, учения, так сказать, и постановка на вооружение нового оружия. Ведь никто не знает, какое оно. Это знает несколько человек в стране. То есть это будет моральное давление. И американцы, в чем их беда? Они живут вот сегодняшним днем. Они богатые, у них много денег. И поставить риск оказаться в стране, опаленной пожаром войны, и, может быть, даже победить Россию, но сами остаться кругом разрушения, они никогда на это не пойдут. Потому что им дорого то богатство, которое накопили, ограбив всю планету. Понятно. Поэтому они на дальнейший риск, они остановятся. А внутри страны нам что-то делать надо? Надо, обязательно надо. Нужно проводить национализацию. Нужно, так сказать, все природные ресурсы взять в руки государства. Я согласен.
Частный сектор хорошо работает. Но пока он хорошо работает на собственный карман. На государственный у него не получается. Государство плохо работает, но большая часть денег будет находиться в казне. Сегодня сын одного известного, дочь олигарха, Дима Рыболовлев, купила остров у греков. У советского чиновника взятка, может быть, машина, квартира. Но столько денег, чтобы покупать острова в Средиземном море, он не смел украсть. В этом разница, что ворует и чиновник, и олигарх. Но олигарх больше, поэтому надо ударить по большему злу. Из двух зол выбрать меньшее. Лучше национализация, лучше восстановление мощного КГБ, но не по политическим причинам, а в борьбе с экономическими преступлениями, чем вот то, что сегодня происходит. То есть вы хотите, чтобы все те, которые работают, послушав, сбежали из страны? Нет, остановим. Ну, то есть Временно. не дадим. Не дадим. Да, не дадим. Но другого нет пути. Вы же понимаете, были что они все равно будут бежать. Я понял. Вы же они не так будут давно тихо были уезжать. антикоммунистом. А? Вы же не так давно были антикоммунистом. Да. Вы предлагаете Да. абсолютно коммунистические методы. Нет. Коммунизм в чем? Они убирали богатых и убирали частную собственность. И всем затыкали рот. Я готов с кем угодно здесь выступать. Я понимаю, по всей да. стране. И всем другим дать слово. Посмотрите, как некоторые из Болотной стали тихо говорить. Им дают время, они уже говорят почти как мы с вами. То есть не надо им рот затыкать. Приходи сюда и говори. Что он скажет? Они же тоже за оздоровление. Они тоже за укрепление. Они же не хотят просто, чтобы было плохо России. Поэтому слово никому не мешать. Все свободы сохраняем. И для чего нужно государственное регулирование? Чтобы создать, наконец, частный сектор. Чтобы создать, наконец, конкуренцию. Ведь сегодня торговые сети поднимают цены. А если будет вместо одного огромного магазина 100 маленьких, уже я пойду туда, где цена меньше. А он понизит ее. Ему нужно продать товар. Он обязательно понизит. Я понял. Торговые сети не будут понижать. вы- У них кошки сжирают. Я понял. всё. То есть вы за На людей им наплевать. мелкого лавочника. Да. Потому что мы, когда нам обещали капитализм, то большинство граждан советских это и думали, что можно открыть свое дело. Парикмахерская, теперь на вашу. То есть вы за малый и средний бизнес. Только малый. Не надо эти заводы отдавать. С какой стати эти огромные заводы им отдать? Только сфера обслуживания. Только вот мелкая торговля. Вот это можно было передать в частные руки. И не отдавать готовый. Вот магазин, пускай и будет продовольственный магазин. У вас есть деньги? В аренду снимите пустое здание. Купите оборудование, купите на рынке товары и продавайте. А мы что, отдали государственно им? Зачем? Мы не хотели такую приватизацию. Мы имели приватизацию. У нас в банках было 300 миллиардов советских рублей. У меня было 100 тысяч. Так что они сделали? Обрушили. У нас нет денег, а кто ваучер незаконно скупил на незаконные деньги, стали богатеями, фабрикантами и уехали. Вот вы говорите, что я хочу как коммунист страну закрыть. Но они же уехали и деньги увезли. То есть надо было остановить. А зачем банки создавали? Значит, банки открыли, сейчас закрывают. Зачем это делать? Что это такое вообще? То открывают все, то теперь закрывают все. То отпускают цены. Цены регулируются во всем мире. Как капиталистическая Япония, капиталистическая Америка. В Америке кредит 4%. У нас сколько? 20, 25. Так давайте как в Америке сделаем кредит. Давайте нулевую ставку, как в Японии. Давайте как в Японии регулировать цены на основные продукты питания. Мясо, молоко, яйца, гречка. Мы вам на 15 год устанавливаем цена. Там 40 рублей, 20 рублей, 30 рублей. На год. Это же есть во всем капиталистическом Конечно, мире. только в наших реальных условиях в руках у вас государства. получится черный Да. рынок, и вас в магазинах придешь, там голые полки из сайра с мойвой да. в консервах. Это же все было. Да, а было. на черном рынке Да. все по бешеным Да, было. ценам. Но если будет изобилие товаров, то черного рынка А не с будет. чего оно возьмется? Так дайте землю, вы 100 лет не даете землю. Ага, нет, Дайте я землю. просто, да я согласен. Коммунисты-то не я дали. 100 лет не даю землю. Дайте Я всем вообще- землю. Я Дайте вообще всем никогда- кредит. Дайте всем кредит. А. Вот эти деньги, которые То есть у нас вот. вывозят, То есть землю давайте уже- дадим гражданам. Целевое все. Может быть, даже вообще без процентов. Видите, я как из вас Даже без вытаскиваю. отдачи. Я вытаскиваю Вот из тебе вас бесплатно экономические 10 советы. гектаров и без отдачи 1 000 000 рублей. Но не воруй и не пропивай, чтобы он работал. Давайте дадим офицерам, они увольняются из армии. То есть можно дать тем, кому мы поверим. Но мы никому ничего не даем. Понятно. Это проблема. Владимир Владимирович, с Путиным хорошие отношения? Нормальные, может быть, даже прохладные.
Например, с Ельциным я жестко ругался. Но когда пришел трудный момент, я ему сказал, хорошо, поддержим. Он ставил вопрос поддержать Кириенко. Потому что Черномырдин все не проходит. Я говорю, 2 министра. Он при мне говорит, Кириенко, слышали? Владислав, как его там, Владиленович. Сергей Владиленович. Жириновскому 2 министра. Сейчас мне ничего не дали. Никогда. То есть Ельцин, будучи врагом... Ну, губернаторы дали. Ну, губернаторы коммунистам дали. И «Справедливой России» дали. Губернаторы. Так, всем сестрам, всем сестрам по серьгам. Это не то немножко. То есть нормальные отношения. Он лучше делает, чем делал Ельцин. Более спокойная жизнь. На каком-то этапе более богатая. Многое мы хорошо сделали. А когда... Внешняя политика поменялась. А когда в Крыму вы сказали, что должен быть царь, например, царь Владимир, вы имели в виду его или себя? Когда меня обвиняли, что мы слишком рьяно поддержали Конституцию. Вот мы ее недавно отмечали. Но я-то имел Конституцию-то под меня, президентский режим. Потому что с парламентом не договориться даже сегодня. Даже сегодня, 25 лет спустя, в нашем парламенте договориться очень тяжело. Поэтому Конституция, под себя я за нее агитировал. Потому что Ельцин еле-еле дышал уже. А империю я тоже назвал специальное имя. Пусть имя следующего императора будет Владимир, а отчество не будем называть. Я тоже имел в виду, что это должен быть тот человек, у которого имперские взгляды. Нельзя из Питера быть императором. У нас ни один император не был из столицы. Да у нас ни один генеральный секретарь не был из столицы. Все императоры из Алматы. А из Алматы ни одного не было. Никогда. А оттуда Тамерлан там достиг господства. Это великое пространство Средней Азии. Из Питера мы всех испытали. Ставропольских, Днепропетровских, так сказать, Уральских. Пора алматинским, да? Вот давайте попробуем из Средней Азии. Я вас уверяю, жить будет лучше, жить будет веселее. Да, я догадываюсь. Известные слова. Владимир Ильич, да. Вы, говорят, больше не хотите быть владычицей морской, вы решили титул поменять в партии? Нет, я просто решил убрать понятие, что партия один человек. В партии есть коллективный орган управления. Я также участвую, но пускай будет... доля ответственности на всех остальных распространяется. Чего же всеми спрятаться за мою спину? То есть вы теперь как будете называться? Высший совет, он у нас и есть в уставе. Высший совет, председатель. Мы председатель убираем, остается высший совет. А вы там кто? И я там тоже. Ну, кто там? Ну, решим, председатель высшего совета. Или член высшего совета. То есть китайский вариант? Да, вот как Китай. Меняют почти каждые 5 лет. То есть вас будут называть как? Товарищ Жи? Ну, тоже. Жири. Как? Жири. Жирино. Мао Цзэдун. Вот я Жирино, так сказать. То есть вы как-то по-китайски. Я просто смотрю, что из тех идей, которые вы сегодня высказали, на самом деле очень много идей созвучных тому, что было реализовано в Китае. Ну, в принципе, когда были события на Тяньаньмэне, то я внутренне это поддержал. Потому что я смотрел то же самое у нас, 89-й год. Если у нас в будущем, через 2 года будет 91-й год, мы могли бы полностью скопировать ситуацию в Тяньаньмэне. Мы не стали. То есть жалко студентов, площадь Тяньаньмэнь. Но сегодня Китай богатыми сделал миллионы людей. А если пошел бы он по пути студентов, он получил бы Украину. Разруха, развал, батальоны, шанхайский батальон, там, тибетский батальон и так далее. То есть это вот тот самый случай, когда я говорю, что глава государства вынужден немножко руки иметь в крови, чтобы спасти миллионы других. На Китае мы это видим. Студентов жалко, но миллионы остались живы и богаче. Ужас. У нас в ГКЧП практически 3 дня ничего не сделали, и за эти 23 года погибло куда больше людей. И мы потеряли куда больше. Поэтому выбор должен быть. Идеальный вариант все предотвратить. Никаких революций и войн. То есть малой кровью остановить большую. Да, только это, в этом смысле. То есть вы, наверное... Идеальный вариант бескровная. Понимаю. Но, к сожалению, огромная страна, огромное количество людей, где-то происходит столкновение. Ну, наверное, исходя Надо кого-то остановить. Да, исходя из этой логики, вы, наверное, и пытки оправдываете, как средство получения информации. Вообще, за решетку прятать только убийц. Вот на месте преступления арестовали за решетку. Но любые экономические преступления, какие-то любые, нельзя лишать свободы. Ну вот сидит спокойно удальцов под домашним арестом. Ну это хорошо же, санаторий.
Сиди, ничего не делаешь. Завтрак, обед, ужин. Навальный. Завтрак, обед, ужин. Та же квартира, те же книги, тот же телевизор. А сидели бы они в тюрьме, они бы уже заболели. Поэтому людей стараться не лишать свободы. Потому что потом это влияет на все их семьи, и это слишком тяжело, грубо. Пугать не надо. Владимир Вот всю страну пугать не надо. Я не хочу Но предвидеть. злоумышленников надо как-то их Понимаю. заставить все-таки. Давайте представим такой страшный вариант. Через 51 год, когда вам будет 120, предположим, вдруг вы скажете, не хочу больше быть председателем партии, и уйдете с активной политической... Я не говорю из жизни, я говорю из активной политической арены. Да. А партия останется? Обязательно. Вот без вас Да. партии есть? Вот поэтому я и хочу, чтобы уже сейчас 90% функционирования партии без меня. Все делают сами, по всей стране. Участвуют в выборах, проводят агитацию, пропаганду. И когда я стараюсь еще больше на них переложить, начинается визг, писк, вот Жириновский там что-то куда-то Да, уходит. но все деньги... Я и хочу, чтобы не было понятия партии одного человека, не одного человека, а 300 тысяч членов партии. И в том плане, чтобы... Но деньги приходят под Жириновского. Что если- Люди придут и дадут деньги на избирательную кампанию, понимая, что есть феноменальный локомотив Жириновского, который их протащит за собой. Ну, я это оставляю за собой. Эту долю ответственности накопленным политическим капиталом, благодаря избирателям и партии. Если я не был руководителем партии, не шел бы на выборы, вообще ничего не было. Хоть я 7 пядей во лбу. Поэтому это я оставляю за собой. Я ни в коем случае ничего не брошу. Я никогда не буду испытывать стыд перед избирателем. Вот посидел 25 лет, а теперь что-то другое хочешь. Нет. Это будет борьба и работа до упора, до предела. И в завершение последний очень короткий вопрос. А у вас есть мечта? Мечта. Ну, конечно, в каком-то смысле можно мечтать. Ну, я бы очень мечтал, чтобы, допустим, в Нью-Йоркскую гавань с таким, может быть, по приглашению вошел бы весь Тихоокеанский военно-морской флот России. И все на набережной американцы бы хлопали бы все. Русские пришли. Спасибо. Да здравствуют русские. Спасибо, Владимир И Владимирович. играет марш прощания славянки. И американцы плачут, когда русские моряки уплывают обратно в Владивосток. Спасибо, Владимир Вольфович. Сейчас реклама на канале «Россия», после которой обсудим самую болезненную и самую актуальную во все времена тему – коррупцию, которая в России не помеха ни кризис, ни санкции.